Всем доброй ночи. Хоть очень устала, но решила все-таки доснять все, что я решила на сегодня, потому как полнолуние, энергия прет. Надо работать. Хочу вам подарить заговор, который мне много лет назад отправила женщина вместе с некоторыми работами, которые я еще не знаю, могу ли я раскрыть, но такую не очень небольшую тетрадь с замечательными работами своей прабабушки. Она была баксы из Казахстана. Я думаю, она смотрит мой канал, но попросила не говорить. Не назвать, не буду называть. Эти работы только ее бабушка знала, а до этого прабабушка ее прабабушки. То есть это семейные. Но поскольку продолжителей нет, она мне отдала. Она мне отправила после одного сна. Мне вообще много кто отправил заговоры, старинные Евангелия, другие книги, арабские книги своих бабушек, прабабушек, поскольку в роду нет продолжителей. А эти работы не должны просто так лежать где-то. Они должны служить миру и народу. И некоторым из них, приходя во сне, их предки говорили, чтобы они отправили мне. И они отправляли. В этом случае примерно то же самое произошло, но более подробно говорить не буду, потому что то, что ей приснилось, у меня сбылось. Это лишний раз подтверждает, что мир духов существует, и что люди не умирают, а просто уходят в иные измерения. Так вот, это защита, которую нужно начитывать над источником огня. Это может быть свеча, это может быть маленький какой-нибудь источник огня, трушан. Можете зажечь. Есть сейчас маленькие какие-то камины, такие ручные, знаете, дома ставятся. Для чего присутствует огонь практически во всех ритуалах? Никогда не задумывались. Огонь – это соединение материального мира и духовного. Огонь как бы пронизывает, как протыкает это пространство, открывает дорогу. Это как вы в дверь постучались, а когда вам открыли, вы говорите свою просьбу, что вам надо. Зажигая огонь, зажигая свечу, вы тем самым открываете эту дверь, этот портал. То есть вы, это как стук. Вы начинаете этот процесс. Вы пришли, вы начинаете свою просьбу. Зажигая огонь, вы открываете пространство. И поэтому вас слышат, и поэтому лучше происходит. Конечно, не все заговоры нуждаются в открытии огненной дороги, но основное количество, 90% работ, в них, если не во всех присутствует вода там в отдельных ритуалах где-то нужно, очень редко присутствует земля или даже травы, но огонь всегда присутствует практически в каждом ритуале. Есть свеча. Открытые порталы. Вот поэтому в древние времена, когда еще не было электричества, и больше пользовались люди огнем, живым огнем, у них больше было связей с миром духов, с потусторонним миром. Поэтому они во многом были
сильнее нас. Их слышали больше, чем нас с вами. Поскольку они все время открывали пространство, открывали портал и отправляли свою просьбу во Вселенную. Поэтому в этом ритуале тоже присутствует огонь. Кочевые народы, они надеялись на удачу. Дикая степь, где рождались ханства, строились города, из ничего, можно сказать. Степные языки, они больше обладают силой разрушения и защиты, чем притягивание имущества и богатства. Хотя в некоторых случаях, если посмотреть, насколько кочевнику из ниоткуда давались страны и ханства строить, можно сказать, что энергия их, она пронизана внезапной удачей. Поэтому ритуалы кочевников, ритуалы на языке кочевых народов, они получаются очень хорошо у всех представителей, значит, нашего общества. Потому что энергия кочевника – это внезапная удача. Пусть даже ненадолго, но она присутствует, приходит в его жизнь. Иначе бы он не выжил. Баксы. Мы уже говорили об этом, потому что я уже дарила работы, связанные с баксы. Баксы от слова бак. Бах. Смотреть. Тот, кто смотрит. Зрячий, видящий. Кому дано видеть больше, чем другим. На самом деле, когда говорят тюркские народы, это не совсем правильно. Нет тюркских народов и нет тюркского языка. Есть алтайские народы. Поскольку представители алтайских народностей самые многочисленные это тюрки, поэтому и исходя из этого и язык, и наречия называют тюркскими. На самом деле это алтайские наречия. Хочу вам сказать, что казахское наречие тюркского языка, оно более сложное, чем кыргызское, например. Кыргызское намного легче произнести, чем казахское наречие. Наречие, потому что это не язык, это тюркский язык, казахское наречие тюркского языка. Правда, там перемешано и очень много различных элементов и местного населения, каракалпаки, там иные народности, которые соединились и образовали этнос казахи. Значит, степняки, степные народности, там... Представляете, уже забыла. Все. Ну, в общем, кочевники Великой Степи. Их огромное количество, поэтому сейчас не будем на этом зацикливаться. Так вот, вам нужно будет следующее, поскольку я просто снимаю, я сейчас не буду зажигать огонь. И, значит, я просто объясню, как это должно происходить, а вы сделайте как положено. Вам нужен источник огня, это свечи. Уже объяснила, можно маленький камин, но с настоящим огнем, то есть не электрический огонь. Можжевельник или арыч, или арыш, который считается растением духов. Считается, там, где растет можжевельник, там открытые порталы. И можжевельник, то есть дым можжевельника изгоняет злых духов и привлекает добрых духов, а также раскрывает порталы, и вас лучше и быстрее слышат. Итак, это нужно проводить вечером. Текст позже будет напечатан, но вы можете с моих слов записать, как вы сможете понять,
Так запишите. Если не срочно, то придется подождать. Я снимаю, а потом между делом постепенно, то есть это все будем набирать, текст, поскольку знаете, что Яна сейчас очень занята фронтом и прочее, поэтому так получается, не успевает она просто. Так вот, нужно зажечь свечи, окуривать можжевельник и начитывать в темное время суток 7 раз. Это защита. Защита от скверны, от зла. Я попросила, мне написали именно теми буквами, которыми как бы нужно писать, потому что там было написано на русском языке, я переписала, перечитала. Потом я попросила, чтобы мне прочитали, чтобы я правильно произнесла. Хотя я уже не раз это проводила, для себя начитывала. Но в любом случае, чтобы без изъянов произнести, это уважение к языку, уважение к людям, которые будут слушать этот текст. И надеюсь, что я все-таки как можно ближе к оригиналу произношу, поэтому можете с моих слов записать. Я хочу сказать, что дочери степи – это были вольные люди, воины. И казашки наравне со своими братьями являлись наследниками своего отца. И вот все эти замотанные платки и прочие, которые появились, вот эта дань арабской традиции, она очень чужда для вольных, свободолюбивых кочевников, где женщина выходила замуж по любви, где она не считалась товаром для обмена или заключения договора. Она была свободна. Она имела право во время войны идти воевать за свой народ, и никто не смел ей, скажем, перечить или останавливать. У нее было право голоса. Она мать семейства, значит, на ней держится семья, и поэтому ее желание, ее воля считается достойным уважения и почитания. И поэтому, когда я сейчас вижу вот это все вперемешку, это чужую традицию, которая внедряется в народы вольной степи, честно говоря, мне немножко не по себе. Потому что я понимаю, что это не для этого народа. У этого народа совершенно иная психология. Там женщина не покорная какая-то рабыня. Там женщина-воин была всегда. Женщина-хранительница очага. Мужчины воевали, женщины оставались в юртах с детьми. Они были образованы, они учили детей там грамоте, когда уже начали использовать и арабские буквы, потом русские буквы. Мужчина в основном был добытчик, воин, но и женщина хранила очаг. И когда нападали, скажем, на эти деревни, да, эти маленькие деревушки, где были в основном женщины, дети и старики, женщины брали оружие в руки и шли защищать. То есть женщина в казахской традиции, она никогда не была покорной, безропотной рабой. Она всегда была матерью Отечества, и она всегда была воином. Вспомните воительниц Великой Степи. Это совершенно не были покорные, несчастные, какие-то обмотанные женщины. Это были воины, которые ходили с открытым лицом и проводились конкурсы красоты, где оценивали красоту женщины, и благодаря ее красоте могли подарить там и приданное, и звание какое-то, и имущество ее отцу. И так одна красавица, например, показав свою красоту хану, то есть выиграв первое место в этом конкурсе красоты с древнего времени, после того, как ради ее красоты хан обещал ей сделать все, что она попросит, она попросила освободить братьев и отца. То есть она спасла их от казни благодаря своей красоте.
Это и была свобода любоваться красотой женщины, но при этом почитать ее и не сметь, скажем, портить, поганить ей жизнь и прочее. Задумайтесь над этим. Свои традиции, своя история, она намного лучше, чем чужие традиции, которые перенимаются и из свободолюбивой, сильной воительницы превращают в каких-то арабских рабынь, которые вам вообще эта роль не подходит никак, собственно говоря. Итак, окуривайте можжевельник, зажигайте свечи, читайте 6 раз защиту баксы. Это вас усилит, укрепит. Оно очень сильно помогает, улучшает самочувствие, дает очень много энергии, потому что это собирается, вот эта вот аура, вот это вот силовое поле вокруг вас, и дает вам очень много энергии и сил жизненных. Кроме всего прочего, это очень сильная защита. Это старинный заговор, и его нигде нет, это мне только подарено, поэтому это я могу только вам как бы озвучить, да, и подарить, и объяснить, как это все делается. Проводить можно только для себя, больше ни для кого. Взрослые люди, они должны проводить для себя. Детям незачем такие вещи делать. Детей вообще всегда надо держать подальше от магии. Потому что магия – это не игра, это не шутки. Единственное, что ребенок может произносить иногда заговоры удачи, просьбы знать, что есть силы удачи, и они могут помочь в трудную минуту, предположим. Ну, то, что им можно по их возрасту. А так вообще детей надо подальше от магии. Это не их дело. То есть у них свое время, всему свое время. Детям же не показывают и не рассказывают о каких-то половых сношениях, правда, с малых лет. Кто это делает, он дурак, потому что для его мозга, ребенка, это непонятное действие. Вот когда он созреет, он сам поймет, он сам найдет ответ на этот вопрос. То же самое магия. Это таинство, которое нельзя раньше времени раскрывать, особенно ребенку. Поэтому проводить только для себя. Итак, алтарь, желательно черный. Свечи могут быть любого цвета, не имеет значения. Здесь источник огня важен. Можжевельник. И 7 раз начитывайте. Вообще лучше проводить перед сном, после чего потушить свечи и лечь спать, чтобы вот эта вот вызванная сила и защита начала работать. То есть отпустить это на волю, посыл во Вселенную, и идти спокойно отдохнуть, дав возможность заговору работать и помочь вам. А теперь заговор. Мен аспандаға кәлмен, еркін даладаға жалмен. Мен жавай, жылқындай еркілмен. Олы хан тәнілі, маған батасын берді. Жолымда маған аспан ана, көмет киседі. Ата бабаным Худая, хан тәнірі, ол мені қорғай алады. Далада ханнан, отпен судан, орадан, қарақшадан, барлық жаманақтан. Менің маңғылық тымарым бол. Жене ана оте, әке аспаны. Менің күагерлерім. Менің күагерлерім. Солай болсын. Мен аспандаға кәлмен. Еркін даладаға жалмен. Мен жавай, жылқындай еркілмен. Олы хан тәнілі, маған батасын берді. Жолымда маған аспан ана, көмет киседі. Ата бабаным Худая, хан тәнірі, ол мені қорғай алады. Далада ханнан, отпен судан,
oradan, Karaqşadan, bарлық жаманақтан. Мәнін маңғылық тымарым бол. Жене ана оте, әке аспане. Мәнін күагерлерім. Мәнін күагерлерім. Солай болсын. Мен аспандаға кәлмен. Ярқын даладаға жалмен. Мен жавай, жылқындай, ярқылмен. Олы хан тәнілі. Маған батасын берді. Жолымда маған аспан ана. Көмет киседі. Ата бабаным Худайя, хан тәнірі. Ол мені қорғай алады. Далада ханнан, отпен судан, oradan, Karaqşadan, барлық жаманақтан. Мәнін маңғылық тымарым бол. Жене ана оте, әке аспане. Мәнін күагерлерім. Мәнін күагерлерім. Солай болсын. Мен аспандаға кәлмен. Ярқын даладаға жалмен. Мен жавай, жылқындай, ярқылмен. Олы хан тәнілі. Маған батасын берді. Жолымда маған аспан ана. Көмет киседі. Ата бабаным Худайя, хан тәнірі. Ол мені қорғай алады. Далада ханнан, отпен судан, oradan, Karaqşadan, барлық жаманақтан. Мәнін маңғылық тымарым бол. Жене ана оте, әке аспане. Мәнін күагерлерім. Мәнін күагерлерім. Солай болсын. Мен аспандаға кәлмен. Ярқын даладаға жалмен. Мен жавай, жылқындай, ярқылмен. Олы хан тәнілі. Маған батасын берді. Жолымда маған аспан ана. Көмет киседі. Ата бабаным Худайя, хан тәнірі. Ол мені қорғай алады. Далада ханнан, отпен судан, oradan, Karaqşadan, барлық жаманақтан. Мәнін маңғылық тымарым бол. Жене ана оте, әке аспане. Мәнін күагерлерім. Мәнін күагерлерім. Солай болсын. Мен аспандаға кәлмен. Ярқын даладаға жалмен. Мен жавай, жылқындай, ярқылмен. Олы хан тәнілі. Маған батасын берді. Жолымда маған аспан ана. Көмет киседі. Ата бабаным Худайя, хан тәнірі. Ол мені қорғай алады. Далада ханнан, отпен судан, oradan, Karaqşadan, барлық жаманақтан. Мәнін маңғылық тымарым бол. Жене ана оте, әке аспане. Мәнін күагерлерім. Мәнін күагерлерім. Солай болсын. Мен аспандаға кәлмен. Ярқын даладаға жалмен. Мен жавай, жылқындай, ярқылмен. Олы хан тәнілі. Маған батасын берді. Жолымда маған аспан ана. Көмет киседі. Ата бабаным Худайя, хан тәнірі. Ол мені қорғай алады. Далада ханнан, отпен судан, oradan, Karaqşadan, барлық жаманақтан. Мәнін маңғылық тымарым бол. Жене ана оте,
Eke aspane. Menin kuagerlerim. Menin kuagerlerim. Solay bolsun.